Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня как-то неожиданно, но да, один из моих самых нелюбимых персонажей, потому что я к нему никак привыкнуть не могу, это Панда Оля. Сегодня будем на нем поднимать рейтинг, надеюсь, прекрасно поднимем рейтинг, в принципе, ну, уровень высокий, рейтинг низкий, поэтому должно быть все изи, стандартные бои, все дела, но посмотрим, как говорится. Панда как персонаж достаточно непонятный, неудобный, ну, в общем... Когда атакуешь, очень тяжело. А, ну да. Лута нет, пошел я, короче, гулять. О, прям взгляд панды. Вот рили, один в один. Примерно так себя я чувствую, когда играю на панде. Этот взгляд, вы видели, да, такие эти зрачки. Ой, прекрасный панда. Вот, что меня бесит, это вот эти вот откидывания. Очень сильно бесит, потому что ты, когда подбираешь лут, ты не можешь драться. Ну, то есть вообще, да, и тебе вот так вот приходится перемещаться, все дела вот эти вот делать. Прекрасные и очень неинтересные, бесполезные. Забираем сейчас это. Ну почему ты не О! Я сейчас сгорю, ребят, я сейчас сгорю. Я... Спокойно, спокойно. Ник с косточкой, спокойно, спокойно. Все хорошо, не гореть, не гореть. Фух. Я по кнопкам промахивался, я такой фигней сыграл, ни разу не хильнулся активным навыком. Ой, я просто гений. Ну и... Этого персонажа надо раз 100 сыграть, наверное, чтобы хоть немножко привыкнуть. Хоть немножко. Но опять же... Ну, вы видели, ну... Иди отсюда. Ах, какой интересный геймплей на панде. Ну, это просто нечто. Я кинул копье, она впритык к нему пролетела. Да по барабану. Да по барабану. Ой, ладно. Давайте, короче, играть немножко на скилле все-таки. Блин, если бы я просто использовал первобытный инстинкт как надо, да, вообще использовал бы активный навык, все было бы изи в прошлом бою. Ну, я вот... Я, короче, я, да. Одним словом. Почему такая дальность большая? И лезут же на меня, смотрите, и лезут, и лезут. Блин, у меня ни одной аптечки нет. Ну, теперь есть. Ну, очень сложно, прям нереально играть на панде. Пойдемте захилимся немного. Я просто не хочу сейчас с баком драться прям. Один в один. У меня, кстати, лучшее место для драк. Это вот эта вот зона. Все, теперь можно и пойти и подраться. Теперь я не против. Но опять же, хоть копье не надо сводиться, это радует. Так, залетаем. А, кстати, Бака, походу, убил случайно. Случайно убил Бака. Бывает. Че, да? Не, ну а че он лез, да? Я же случайно. Случайно не считается, получается. Да? Да. 9 противников, точнее 8. Зона в кустах. Ну, в принципе, мой вариант неплохой для победки. Опять же, зная себя, главное не накосячить. Кстати, ребятки, по Фламинго Мила скоро тоже выйдет видео. Возможно, даже сегодня. Возможно, но это не точно. Почему? Ну, я накосячил, да. Дезинформировал вас. Вот такой вот я плохой. Поэтому, ребятки, вы уж меня простите. За то, что я такой. Какой я меткий. Да что ж... Ох уж эта меткость. Ох уж эта меткость. Так, ладно. Давайте сейчас бахнем Никса. Вот знаете, он вообще не маневрирует. То есть он понимает, что я в него сейчас целюсь. И при этом не делает никаких маневров. Я из-за этого немножко не понимаю. Я как бы пытаюсь стрелять наперед, ожидая от него маневр. А он не маневрирует. Тыщ. Птичка получил птичку. Кстати, у Орла вообще шанса против панды нету. В честном бою. В честном. Ну, если не честный бой, да? Ладно. В принципе, один противник у меня остался. Это Орел. А это значит что? Погодите, это еще ничего не значит. Что мне нужно сейчас занять просто позицию. Правильную. Которая даст мне победу. Эта позиция называется кусты.
Я сейчас, походу, проиграю. И знаете почему? Потому что я глупенький. Глупенький, блин, ну почему мне так не везет? Ну почему? А, нет, все нормально. Фух. Ух, как же повезло, что он немножко неадекватный. Если бы он просто ходил, стрелял, я бы изи проиграл. Ну, я сам виноват, сам виноват. Неправильно был атаки выбрал. Ай, короче, панда это такой персонаж, которому нужно так много думать, так много рассчитывать. Куда ты пойдешь дальше, куда нужно отталкиваться. Ну, то есть, а еще ж враг, он сам по себе двигается, да, и ты должен как-то делать так, чтобы он двигался в том месте, где тебе нужно. И, в общем, это вот все сложно. Не хочу так сложно играть. Не хочу. Ой, ну, приходится. Кстати, ребятки, вот играл тоже на Змеярис. Еще немножко добавлю моментика. Там такой момент получался. А! Получи! На! На. Блин, ну не попал, можно было бы добить сейчас акула. Ладно, что по итогу по Змеярис, да, не рассказал. Ой, сейчас, подождите секундочку, разберемся с этим хамелеошем. Так, ну все, он ушел. Теперь можно разбираться. В итоге получилось то, что Змеярис почти не использует свой активный первобытный инстинкт. Первобытный инстинкт почти не использует. Почему? Потому что нет времени использовать, особенно в командных боях. И это очень печально. Ладно, еще легкие там и стандартные бои, это окей. Там можно еще использовать. Сложных уже почти нет. Почти нет, и в командных там вообще 0 шансов на использование. И именно там, когда вот прям надо жесткий ДПС в ближнем бою. Это да. Это, да, это вот работает, это используется. Бака сейчас пытаемся развалить. Вот почему они Баку сейчас аптечку просто дают на халяву? Нет, не дали. Аптечку Баку на халяву. Обойдется, как говорится, Бак. Не, ну серьезно, просто хамелеон пришел и почти дал аптечку Баку на халяву. Ну блин, краб, ну... Ах ты наглая морда! Ах ты... Наглая крабская морда. Ну я тебе сейчас устрою. Орел, лучше бы ты мне помог. Крабу наглую морду поломать. Ну серьезно, ну просто... Я пока с Баком дерусь, он взял и просто забрал легендарного бота. Офигеть. Знаете, как обидно? А вон он бежит. Побегал? Я сейчас, походу, отъеду? Или не отъеду? Отъеду, да? Ну, зона, ну вот. Ох уж я, лишь бы краба задушить. Ну мог же сыграть нормально. Ну мог же, ну зачем? Зачем я крабу полез? Блин, а этот чел без отхила какого-либо был. Мне просто нужно было его шотнуть. Я там в один момент, короче, промахнулся копьем. И, возможно, этот момент даже зарешал. Блин, как же обидно. Ой, все. Вот, видите, да, карма как работает? Работает, оказывается. Поэтому, ребятки, просто играйте всегда на победку. Независимо от того, кто там, что делает, играйте на победку. И это будет всегда самый лучший и эффективный вариант для игры. Кто-то мне, походу, команду наибой кидал. И меня перекинуло резко. Но фух, пронесло. Хорошо, что я это заметил. Потом сейчас запустил, как говорится, бои 3 на 3, которые я вообще ненавижу полностью. Сейчас мы залутаем. Ну да, залутаем, конечно. Уже ник с кофем при... А с чем же еще? Правильно? Правильно. Я умер. Ну, у меня нет слов просто. Просто нет слов. Да, ребят, вот такие вот бои на панде. Прекрасный панда, я считаю. Прекрасный персонаж, столько возможностей, да. Невероятно просто. Я тут низ кофе мне адекватно попадается, и все как бы. А ты гранатку не можешь залутать, потому что тебя отталкивает, ты не можешь атаковать, пока лутаешься. Какой классный персонаж. Ты не можешь драться, потому что ты лутаешься. Это единственный персонаж в игре, который такое не может. Единственный. У меня слов нет. Ну просто нет слов. Ну вот.
Ну вот почему? Почему не сделали этого персонажа? Ну почему? Ну... Вот знаете, одновременно имбовый в плане того, что может отталкивать себя и что его невозможно догнать. Но одновременно и не имбовый, потому что он не может атаковать, ну, в плане догонять кого-то там. Потом лутать аптечки, то есть... Вот видите, вот этого всего он не может делать. Просто не может. Я просто сейчас от кролика... Ник стрелой попал случайный. Ну вот видите, да? Вот так вот это все происходит. Вот этот геймплей на панде, он прекрасен. Просто прекрасен. Прекрасный, беспощадный геймплей. До слез прям. Обожаю этого персонажа. Вот как в этой ситуации нужно было поступить? Не стрелять? Не есть кусты, не драться? Что мне нужно было не делать? Из того, что я делал. А как тогда играть? Если это все не делать? Какие-то философские вопросы у меня пошли по ходу. Ну, да. Самый лучший персонаж в игре, чё? Конечно, да, в командных боях там можно его бустить, но... Кстати, я смотрел этот рейтинг небольшой. Я сейчас нахожусь на 1000-м уровне. Не на 1000-м уровне. Ай, да, попасть бы в Брюс еще. Я нахожусь на 1000-м месте. Да. По змее Айрис, по рейтингу. То есть 1300 плюс рейтинг, это там 1000 место. Ну, вы поняли, да? 1000 место. До меня там столько игроков, это капец просто. И вот смотришь на этих игроков и думаешь, блин, они ж все задонатили, получается, в игру. У меня только одна мысль. А почему игра лучше не становится от такого количества игроков, которые донатят? Я не понимаю. Ну, по идее, же должна становиться, ну, типа... Ну, типа, да? Типа должна, да? Ну, почему-то не становится. Это очень странно. Прям нереально. Ну, как бы... Ну, вот смотришь, ну, реально, 1000... Какая 1000? Наверное, 1005 купила змею. А если вы вспомните, ну, змею, что можно было получить только через донат, да? То есть это 1000... Ну, ладно, 5000 игроков как минимум задонили себе на змею. Минимум. Остальные, конечно же, все там не донили, качали как могли. И вот они сейчас все находятся в этой 1000 рейтинга. Ну, это просто нереально. Просто нереально. Особенно вспомню этого... Ой, вспомню этого орла. Ну, вот сейчас меня с двух сторон душат никсы. Как вам? Баланс? Я даже не могу отстреляться от них, понимаете? Ну, смотрите, ну просто, ну что это за дичь? Я попасть не могу, потому что они в кустах прячутся. Ну, мы сейчас будем делать очень красиво все. Опа, гений умер. Конечно, мне не даст залутать, это 100%. Дал. Ха! Ну, бас! Ну, бас! Так, зона идет у нас, фух. Вот мне повезло буквально, как Нео уворачивался сейчас от выстрелов никсов. Хорошо, что они были неадекватные. Были бы неадекватные, я бы сейчас отъехал. Просто на изи. Ну, потому что, ну, что там? Кинул гранатку, она меня продамажила. Потом бахнул в меня и все, как бы. Адьос, панда, как бы. Ну, вот все, что нужно было им сделать. Но они промахивались, я уворачивался как мог, да, там, как Нео. Ну и вот получилось, вот что получилось. Я немножко этому рад, на самом деле, потому что легендарная гранатка это хоть какой-то нулевой, но уже шанс на победку. Опять же, есть проблема то, что мне сейчас нужно здесь как-то сыграть. Я знаю, здесь где-то прячется хамелеон. Пробуем его выкурить, но вроде бы здесь уже никого нету. Посидим пока тут. Посидим тут, сейчас будем разваливать. Осталось 2 противника. И у меня есть хороший шанс там что-нибудь замутить красивое. Мне кажется, они там против друг друга дерутся. А может, не кажется. А может, не дерутся, да? Давайте скушаем здесь немного. Бобер, я ж тебя вижу. Я тебя вижу, бобер. Ты мне ничего не сделаешь. А я тебе сделаю. А, кстати, бобер остался один. А, я что-то думал, там еще хамелеон остался. Я там парюсь, знаете, там все дела, там напрягаюсь. Я как-то бобра не очень дамажу, мне кажется. А он меня очень даже.
Как-то он меня, да, передамажит. Ну, бобру деваться некуда, он скоро будет получать от меня гранатки. Или я от него буду получать. Ну, пока что живем. Пока что. Не могу я особо ничего сделать с бобром. Ну, хорошо, что он не может хилиться лучше меня. Это большой плюс, конечно. Интересно, я тут выживу вообще? Или не выживу? Как думаете? Походу я все. Да, я все. Бобер меня пережил. Офигеть. Чел с кофем просто и бинтом. Даже терный гранат нет. Капец. Какой же он везучий. Если бы мне это... Ну вот понимаете, стенка. Просто стенка. Зона была за стенкой, он постоянно маневрировал. Если бы не стенка. Если бы не стенка. Изи победа была бы. Но нет, стенки же захотелось нам... Ну вот, это панда, ребят. Это панда просто. Одним словом. Даже когда вроде бы всего один противник остался, ты его даже убить не можешь, потому что это панда. Это просто персонаж, которого даже не хочется бустить на 1100 рейтинга. Ой, вот такие вот у меня эмоции, ребят, к сожалению. Надеюсь, у вас другие. Пишите, что думаете по поводу панды. Я его в жизни больше прокачивать не буду. Пусть он сидит на этом уровне, на этом рейтинге, и все. И, короче, забудем про него навсегда, наверное. Шучу, конечно. Посмотрим, что будет в будущем. Возможно, его что-нибудь замутят приятное, прекрасное. И либо будем просто играть в командных боях. Там, где замесите, там, где весело. И надеюсь, что-нибудь хорошее получится. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.